Да. Сегодня отличный день для того, чтобы приехать на гору Наньно. Гора Наньно или Наньно Шань, можно сказать, входит в пятерку самых известных чайных гор в Юннане. И здесь очень много старых чайных деревьев, много садов старых чайных деревьев. Но делают, в принципе, и чай, так называемый шинтай чай или тяому чай, то есть чай с малых, средних деревьев тоже делают. Но, конечно же, самые известные, самые популярные места — это те, где есть древние чайные деревья, то есть гушуча. Мы сейчас находимся в Банподжай, это довольно-таки невысокий такой джай, невысокая деревня, которая находится почти у основания горы Наньно. И я здесь раньше, кстати, не был, я ездил в Шитоуджай и в другие деревни, которые выше находятся тоже на горе Наньно. Гора вообще довольно-таки большая. Вот, потому что сейчас никто чай не делает, сейчас декабрь. Вот, но, тем не менее, поездить и найти какие-то новые знакомства, посмотреть красоты, посмотреть чайные сады, тоже достаточно бывает полезно. Конкретно здесь есть такое дерево, которому тоже больше 1000 лет, но так или иначе оно достаточно большое. С него тоже делают данжу ча. Данжу — это значит, когда делают с одного. Дан — это как один. Знаете, есть такой данцун, фэнхуан данцун. Одиноко растущие кусты с горы Фэнхуан, улун, да, мы знаем такой сорт. Здесь данжу — это имеется в виду, что с одного дерева делают отдельный чай, только с него. Мы такой чай тоже сами делали из разных других мест, в том числе из Фэнцин. Тоже с этого дерева собирают раз в году, только весной, обычно в конце марта. Получается где-то около 3 килограмм готового чая. Этот чай с этого дерева уже заказал один и тот же человек, каждый год приезжает и покупает именно этот чай. Его, может быть, можно немножко попробовать, но вот именно все количество, все 3 килограмма покупает каждый год один и тот же какой-то их клиент. Много говорят, у нас есть другие деревья, но вот этот деревья у нас вот уже вот есть уговор, что из года в год один и тот же человек покупает. Вообще, в принципе, кстати, в Юннане это распространено, да и не только в Юннане, везде, где делают хороший чай, какой-то самый интересный, самый редкий чай. Очень часто не то, что ты там приехал и спокойно его купил, а предзаказ. То есть, поэтому, в том числе, мы и для этого тоже здесь. Приехать заранее, пообщаться, найти какие-то хорошие знакомства, может быть, где-то какие-то пробнички. Что меня очень радует в Юннане, вообще радует конкретно на чайных горах местных, то, что несмотря на то, что огромное проникновение цивилизации, то, что везде у всех там сотовые телефоны, связь, современные машины, электричество, естественно, вот, но все равно по-прежнему очень многие какие-то такие народные традиции сохранились очень хорошо, и как бы они вполне себе развиваются. То есть вот часто можно встретить до сих пор женщины вот, шьют там традиционную одежду, традиционные эти вот сумочки юннаньские, такие вот разноцветными нитками шитые узоры. Это очень распространенная история. Причем, кстати, что интересно, у каждой малой народности отличается немного принцип и свои орнаменты, и какие-то особенности узоров, особенности тому, какое значение придается тем или иным узорам. Это очень здорово. Вот. Но в целом, вот так вот, если объединить все малые народности, можно увидеть то, что они все, как правило, очень такие разноцветные, орнаментные, и очень часто вышивание этим крестиком тоже распространено, то есть ткани, скажем, специально делают именно так, чтобы было удобно вышивать крестиком. Вот. Ну и вот такие вот цветные разные нитки используют. Вот. Очень приятно наблюдать это бывает. Многие женщины, особенно старшего возраста, до сих пор носят такую одежду, причем даже полностью, там, не только там сумочку, но и все. А помоложе, как правило, носят, может быть, там либо верхний головной убор, либо только сумочку. Довольно часто по-прежнему можно встретить, это довольно здорово. Ну и, кстати, благодаря в том числе и тому, что чай местный достаточно недешев, особенно чай со старых деревьев, то, в принципе, местные жители себя чувствуют достаточно хорошо. Вот, отсюда молодежь не уезжает так интенсивно, как из некоторых других мест, не уезжают в крупные города, остаются здесь, потому что здесь можно вполне себе хорошо жить, неплохо зарабатывать, вот, и еще при этом не особо, скажем так, стремиться к какому-то подражанию там, внешней цивилизации, то есть сохранять свои устои, свои традиции. Вот так раньше жили
абсолютно все малые народности Юнани в горах, то есть такие дома, построенные из бамбука. По аналогии можно вспомнить, например, традиционное жилище в Фудзяне, где старые дома сейчас сохраняют, стараются как-то не разрушать. Если строят новые, то строят рядом. Но при этом в старые дома жить не так удобно, там достаточно холодно, все стены продувают, туда всякие насекомые, всякие мыши, все кто угодно могут попасть. Конечно, тоже и здесь в горах большинство жителей живет уже в более современных домах, которые делают из бетона, но при этом, кстати, дизайн похожий, как вы видите, вот сейчас вот даже здесь у нас, можно посмотреть, какая крыша здесь из бамбука, и вот соседний дом, у него такая вот тоже крыша, тоже форма традиционная, но уже сделано полностью из современных материалов. А это конкретно дом, это такая небольшая чайная, то есть его специально соорудили не так давно, но полностью по местной традиции сделали, значит, полностью бамбуковую крышу. Вот так этот домик выглядит внутри. Вот, все так достаточно просто. Небольшой столик для дегустации. Тут все уже так покрылось немножко пасиной, как будто тут 100 лет никто не был. На самом деле здесь никто не был всего лишь с весны. Сейчас зима. Зимой просто чай здесь собирают один раз в году. И поэтому, вот, собственно, место пустует все остальное время. В период, когда чая много, сюда приезжают клиенты фермеров, просто сами здесь отдыхают в жару. В принципе, домик такой достаточно уютный. Вот так, кстати, организована крыша. Вот, то есть, как вы видите, вообще все полностью из бамбука. Единственное, что современного сюда привнесено, это гвозди. Да и то не везде, местами просто соединения такие вот чисто по старой традиции. Делается такой паз, вот как здесь, например, да, туда вставляется вот бамбук. Но здесь, кстати, видно, что там есть внутри деревянный каркас. Вот. Раньше, особенно в местах, где, например, деревьев не так много, а больше именно бамбука, бывает просто чисто из бамбука делали. Но, например, даже народность Булан, они просто вручную топором обтесывали бревна, в них делали пазы, и из них делают дома. Вот так до сих пор так очень много где строят. Ну, вот, в принципе, такие дома можно встретить довольно много где. Почти все дома в Юнань, да и вообще на самом деле в других местах Китая, в горах, естественно, строятся на склоне. То есть в склоне вырубается специальная такая вот плоскость, делается, выравнивается склон, да, значит, срезается часть горы, да, остается такая, соответственно, стена, которую самым разным образом укрепляли. Вот здесь очень интересно, потому что сохранилась часть старой кладки, потом более современной, где-то бетоном, вот тут вообще какая-то кирпичная кладка, здесь просто земля, выше, значит, там тоже современная кладка, камень с цементом, вот, а вот здесь вот очень интересно, сохранилась часть очень древних тоже укреплений склона, то есть вообще этот дом довольно-таки старый, который выше находится, да, просто его обновили, но вот здесь видно, что уже практически полностью сгнило, да, вот это вот укрепление, но осталось еще тоже. Вот раньше укрепляли просто стволами деревьев, вот, собственно, да, насыпали потом землю, здесь накладывали какой-нибудь бамбук или какие-нибудь камни, кирпичи и все, что есть. Весной очень много туристов приезжает на Наньно, да и вообще довольно-таки много туристов приезжает в Юннань, потому что время сезона сбора чая. Даже те, кто не занимается чаем, все равно сюда приезжают посмотреть какие-то местные традиции. Очень популярны тоже. Говорят, вот здесь вот такой вот маленький домик тоже, вот, причем сделан как раз традиционно. Делают пазы в деревьях, да, и видите, тоже полностью вручную обтесанные бревна, пазы, туда вставляются стволы и такой каркас, а потом каркас обшивается либо тоже такими жердями, либо бамбуком, ну как получится, либо вообще никак не обшивается. Если это такая беседка, то просто беседка и беседка. И конкретно в этом домике здесь тоже вот видно, что принимают гостей, и здесь делают чай в бамбуке, причем по традиционному методу, то есть такой разводят костерок и называется кауча, то есть его как бы, как сказать, коптят немного, коптят молодой шенпуэр. Вот, в бамбуке, вот, и туда упрессовывают. Мы это тоже, в принципе, уже видели на горе Иу, да и много где это на самом деле делают. Но здесь такой чисто.
Это плантации шинтайча в Банпо. Шинтайча на самом деле здесь все-таки вот очень по-разному все называют. Например, куда мы ездили на Бада, шинтайча называют просто как бы, ну вот такой как бы следующая стадия после тайгича. Там шинтайча бывает все-таки такой, скажем так, с удобрениями. Здесь же говорят, что вот местный шинтай, он такой прям полностью органический, ничем его не поливают и так далее. Но чай, в принципе, очень даже здесь неплохой. Этот шинтай, но вот, может быть, в следующем году что-нибудь возьмем. Сейчас мы взяли тут пробничков, уже не осталось у них товаров, сюда оно распродано. Весь хороший чай, как правило, распродается очень быстро. Но, кстати, не факт, что будем именно в Банпо, может быть, поедем повыше, потому что, ну, это как бы самый такой близлежащий джай. Буквально вот там внизу уже трасса туда идет, она в Динхун, Сишанбану, вот, и дальше, собственно, в Пуэр, тут туда в Мунхай. И, в принципе, наверное, находится довольно-таки недалеко. Это одна из таких легко доступных гор. Ну, я имею в виду конкретно это место. Конечно, туда дальше в горы, там можно далеко уехать. Даже можно в Галанхэ уехать там и какие-то более, скажем так, отдаленные места. Вот, кстати, вот такие вот замечательные листики. Вот, от них никакого толку, обычно такие не собирают, вот, но зато очень красиво. Можно сделать гербарий. Иногда мы так развлекаемся. Только что фермер показал мне естественное подтверждение органичности местного чая. Вот, действительно, на самом деле, самое что ни на есть подтверждение. Вот тут такая гусеничка мохнатенькая, которая активно скушала почти весь листик. Вот. В общем-то, так они тут довольно его грызут. А если чай поливают, особенно если активно поливают, никаких гусеничек ни в коем случае вы на чайной плантации, на чайном листе не найдете.